Всем доброго времени суточек. Всех приветствую, подписчиков, гостей канала и кто недавно заглянул на наш канал впервые. Так, ну что, сегодня у нас такой раскладик. Что собирается предпринимать враг, как он собирается залечивать раны, да, после наших бумерангов. Предыдущее видео было про бумеранги, которые достались врагам. Очень было приятно послушать, что наконец-таки возмездие до них добралось. Вот. А сейчас, ну им же как-то ж надо раны залечивать. Что именно они планируют сделать? Вот. Или что уже, может быть, для кого-то проиграться, что уже сделали. Возможно. Смотрите сами по ситуации. Выбирайте тогда вариант. Вот медвежонок, рыбки и дракончик. Красивый у нас дракон такой. Ну или по рубашке. Ну все, давайте тогда начинать, чтобы вас не задерживать. Первый вариант это у нас медвежоночек. Пока уберу в другую сторону. Медвежонок. Вот давайте вот сюда его. Видно тут. Так, подродиться на нашем оракуле негатива. Негатив всегда лучше. Ух ты, что-то она перевернулась уже, девочки. Давайте я сразу открою. Раз перевернулись, значит так надо было высшим силам. Ну вот для вас сразу. Ух ты! Замечательно. Вы знаете, тут уже идет, что на вас уже нападение уже было. Вот прям вот совсем вот. Или вот. То есть было какой-то подарок и порча на умеренность. Чтобы во всем была умеренность, чтобы ничего не получалось, да, и какой-то подарок. То ли вам что-то подлили, подсыпали, или же просто подарили. Понимаете, чаще всего бывает, когда, например, кого вы не подозревали, да, принесли вкусный подарок. Вот мне писали в комментариях, да, я прочитала, что вот пирожки приносили. Соседка приносила пирожки, и потом у мужа были проблемы. То есть он вот, то ли он или пил потом, или, ну, разные у каждого. Вот, как-то так. То есть у вас уже было нападение, вы переродились, вот так вот. То есть у вас какая-то мощная защита сработала. Вы переродились, и потом вам обратно венец безбрачия. Давайте рассматривать, что уже сделали или же сделают. Ну вот, или планируют еще венец безбрачия вам, или же уже налепили. Ну вот это точно. Хотя, конечно, может быть, это и будущее. То есть это вам показывает, что вот это будут лепить, на вас не подействует перерождение, да? И вам все равно венец безбрачия. Так, давайте поподробнее еще. Чтобы не спрашивали, оракул полнолуния. У нас вот такая колода большая. Негатив всегда лучше на оракулах посмотреть. Да, на Таро многие смотрят, я тоже смотрю. Но там конкретно именно порчу не покажут. Знаете, здесь прям подробно все, да. И вот эти карты еще очень хорошо. Вам видно? Да, вот эти вот хорошо показывают. Сейчас, кто что, может быть, здесь покажут непосредственно лицо. Вот, мужчина, женщина. Ну, конечно, больше женщина, но венец безбрачия. Кстати, мне одна женщина там писала в комментариях, что как так, мужчина мне делает венец безбрачия, или там что-то на вдовство было, да? Без разницы, девочки. Мужчина, женщина. Просто мужчина завидует вашей красоте, или вы ему там, может быть, отказали. Хоп, пошел, сделал вот такое, к примеру, венец безбрачия, да? Или же там на вдовство, или еще что. Просто зависть к красоте. Не обязательно, не имеет значения кто. Поэтому я так и не поняла, что девушка хотела, которая писала реально. Не поняла совершенно. Кто угодно может это делать. Так, смотрим.
Может просто обращаться к колдуне, и она женщина, он мужчина. Вот у меня вчера так проглядывалось. Выходит женщина, старуха, да, а это была ведьма, а мужчина к ней обращался. Вот, иногда даже так бывает. Так, чтобы вам было видно. У нас основные. Так, дитя. Вот мыши, видите? Мыши. Вот над этим всем стоят мыши. Что-то они-то вам заикарить собираются. Непонятно что. То ли по бесплодию тут выходит, то ли просто они обновления хотят. Что-то заикарить, не знаю, может, крадничек какой-то. Прям через космос. Возможный крадничек. Тут прям непонятно. Давайте эти разложим. Так, первая у нас карта была вот эта. Угу, ничего себе, да тут у вас, чтобы марионеткой были, вот обновление, чтобы были марионеткой, чтобы вам было очень тяжело, прям вообще тяжело, посмотрите. Вот так у вас. Это прям, ну, какие-то тяжелые события. Очень тяжелые. Даже, возможно, может быть, какая-то и смерть, например, в семье. Там. Давай мы сейчас будем подробнее смотреть на оракуле Амира. Вот я вот предварительно говорю, чтобы были марионеткой, высасывать, скорее всего, из вас через космос, через астрал, понимаете, вот что-то из вас высасывать. Подключаться к вашим духам рода. Представляете, тут через род собираются. Тьма. Тьму запустить в ваш род. Ну, вы знаете, как через род силы высасывают? Ну, вот так тут. Видите, весь род. Красиво. Тут, конечно, карта колоды вообще. Это называется мистический оракул «Дыхание ночи». Вот такой. Новую колоду себе перекупила. Спасибо большое, конечно, тот, кто донаты скинул. Их, конечно, немного на колоду, но все равно спасибо. Какую-то часть с вашей помощью. За ваши лайки, комментарии. Кстати, да. Спасибо большое. Вот. Будем на этой колоде с вами негатив смотреть. Ну, тут как-то так. Давайте поподробнее. Прям подключиться к духам рода. Так, мне сейчас здесь еще хочется. Минутку. Здесь что именно точно? Ух ты. Я же сказала, кража. Вот тут какие-то крадники запустить, заикарить крадники. Знаете, бывает это и даже через призраков бывает. Здесь проклятие какое-то, возможно, дитя. Может быть, и в буквальном смысле. Возможно, раз венец безбрачия, еще какая-то злость у вашего врага. Обратно сделать вам по бесплодию, девочки. У нас же выходило, мы счищали это все. У многих вышло по бесплодию. Ну вот обратно собирается проклясть. Давайте даже покажу, как. Вот, чтобы вам поближе. Дитя и проклятие, да. Тут даже комментировать. Ну, через космос. Так, дальше будем смотреть. Чтобы не перевернулись. Колоде Амира поподробнее будем смотреть. Что сделал или сделает, планирует сделать враг. Такая тема. Ну, я ближе к полнолунию, кстати, девочки, через неделю у нас полнолуние. Ближе к полнолунию сниму еще, что он на полнолуние именно точно пытается сделать. Вот. Может, еще что-то новое, понимаете? У кого-то уже, может, это уже и есть. Вы смотрите по вашим... Вот что вы чувствуете, что у вас. Так, здесь ритуал по освобождению. Ну, помните, тема была прошлой, что он исцеление просит враг, да, в бумеранге, когда мы снимали предыдущее видео. Кто не смотрел, посмотрите, там прям
Классно все. Ящик Пандоры вам обратно собирается вернуть с иглами, понимаете? Возможно, через сердечную чакру. Вот так вот. Прям иглы втыкать. Может быть, тут даже вольт. Ух ты. По финансовой сфере. Вообще, вот умеренность, раз и здесь идет. Девочки, ужас. Тут по финансовой сфере полностью вас обнулить. Не только застопорить, а обнулить вообще. Вот это моя карта 0. Мною лично сделано. Посмотрите. Тут тоже деньги такие красивые. А это медведь, это большая, огромная сила. То есть с помощью вашей родовой силы, скорее всего, да? Он хочет все это обнулить. Я в шоке. Еще и здоровье украсть. Ну, с помощью древа, кстати. Вот здесь здоровье или же древо это еще. То есть вот тут, ну, реально, он хочет украсть силы рода. Тут прям просматривается. Финансики он захотел. Да. Ой, еще любовная тема, девочки. Треугольник. У него проблемы по любви. Вот он хочет себе подсолнухов, чтобы у него все было замечательно, все расцветало. И солнышко свое по любви вернуть. Вот любовь и треугольник. Обратно какие-то вам, скорее всего, сейчас рассорки выйдут и все такое прочее. То есть, чтобы третий кто-то вмешивался в вашу жизнь. Вот так. Да, он, походу, тут по всем сферам решил. Мужчина тут. Слушайте, ну тут мужчина привязан. У кого увести хотят прям. Ясность. Вы это почувствуете, вы это увидите. Вы прям ясность по звездам. Как-то, может, по мужчине вы увидите, по его поведению. Ну, мужчину вашего просто увести. А третий, это, наверное, измена, скорее всего, вот, треугольник. Чтобы мужчина изменил или вы изменили. И наблюдает, главное. Вот так. Его такие планы. Короче, ух ты, ангел-хранитель, девочки. Представляете? У вас ангел-хранитель. Да, ангел-хранитель у вас есть. Ух ты. А враг думает, боже мой, да у него такой ангел-хранитель. У меня тут безденежье. Я тут на вольте рассорки делаю. Понимаете? Вот. Смотрите, какая тут красивая карта ангел-хранитель. То есть вы такие идете, и он вас прямо оберегает. Классная карта. А у него вот так. И он бесится, безденежье. И он с помощью вольта делает рассорки. Ну, вы знаете, вот как на вторую чакру с помощью рассорок по любви, да. Ну, главная его цель – это финансы, как я насколько смотрю. Финансы. Мужчина тут у кого-то проиграется, имеет огромное значение, у кого-то не особо. Такое ощущение. Просто через любовную сферу, через вот эти ругани, рассорки. Вот такая рассорочка он хочет сделать. Так что приготовились. Не обращаем внимания. Вот. Прогоняем все рассорки. И сильно, если вдруг мужчина там что-то скандалит, сильно не... И если вы будете с ним дальше скандалить, если вот он как-то себя... Просто пропустите мира и мимо. Почему-то мира я сказала. Видите как? Мирно надо. Если вы клюнете на эту рассорку, то процесс вытягивания финансов пойдет. Понимаете? Вот вольт на мужчину сделан, вольт. Им управляет такой вольт. Вот. И сразу чиститься пошли. Да. Давайте вам еще немножечко. Ну, тут понятно уже. Ух ты, ребенок, вы представляете?
На бесплодие. Ну, явно на бесплодие. Понимаете? Вам делают, чтобы вы с ребенком расстались. Вот тут как раз именно вот эта тема. Ну это было на других картах. С этой стороны был ребенок. Было дитя, да? Вот вот на этих картах было, на оракуле полнолуния. Расставание с ребенком, мощнейших водоворот, и это типа по правосудию. Как-то так. Короче, смотрите, у кого-то бесплодие, а у кого-то, ну, если взрослые дети, возможно, и за взрослыми детьми расставание. Понимаете? Ну, ребенок и расставание почему-то с ребенком. Вот как-то он зол. Кстати, не показалось ни мужчина, ни женщина, да? Вообще ни разу нигде. Хорошо скрывается. Скорее всего, женщина, конечно. А мужчин... Так. Угу. Мужчины на себя переворачивайте. Вот что я хотела сказать. Кто смотрит? Вот, по ситуации смотрите. О, черной кошкой считает вашего врага, потому что он темный. Он за вам завидует. Он завидует вашему обществу. Вот жадность у него и зависть. Вообще просто огромная. Вот вашему обществу, понимаете, там, где вы крутитесь, у вас такая хорошая коммуникация со всеми. Вы прямо умеете разговаривать со всеми. Ну, вот общество, где вы находитесь, понимаете, он просто завидует вашему. Может быть, у вас какое-то светское общество. Может быть, какое-то интеллигентное, особенное. То есть, как вы себя ведете в обществе. Что вы красавица, вы красиво. Да, у меня аж прямо... Ой, меня прям мурашки зазнобило. Когда я сказала красавица, и вы прямо себя ведете красиво. Кто-то вот прям именно интеллигентно. Может быть, у вас харизма, понимаете, вот чем вам завидует этот враг. Вот так-то. Поэтому он и не хочет венец безбрачия. Посмотрите, чтобы мужчины на вас внимания не обращали. Вот. Но тут на мужчину... А у кого нет мужчины, тут вот просто, знаете, не у всех же есть мужчина. Большинства их нет. Сделано, чтобы не было у вас мужчины. Если и появится, то вот рассорочка у вас. Вот она, рассорочка с мужчиной. Вот что сделано. Так. Кстати, еще тема любви. Смотрите, я всегда говорю, когда мужчина выходит, тема любви это понятно. Вот, тема любви. Но, говорю вам сразу, это не обязательно любовь в том виде, как вот здесь нарисовано. Я понимаю. Но иногда выходит мужчина, это рассорка просто. Брат, сестра, сосед по лестничной площадке. Ну, то есть... чтобы вы не общались с каким-то определенным мужчиной. Понимаете? Или просто общество мужчин. Любое. На отца может быть сделано, на сына, на кого угодно. Кстати, сын, да. У нас же дитя выходило. Вот что еще может прослеживаться. Мужчина, это может быть ваш сын, ваш ребенок. И вам делают на рассорку с вашим ребенком. Вот так. Просто, может быть, они завидуют, может, вы хорошая мама, да? У вас хорошие отношения с детьми, у нее не очень. И вот она, вот, чтобы у нее вот такой рассорку. Вот злость у нее, жадность. Страх. Ух ты. Обратно кровник вышел. В тупике, а она вам уже делала, сущность подсылала. Кровница тут. Или же на крови, понимаете? Или кровница, или на крови. Ну, она как она. Здесь еще пока не вышло, кто, он или она. Это я так подозреваю. Враг. Вражина. Она. Вражина. Кровник. Ну, не получилось в тупике, понимаете? Сущность к вам посылала. На крови делала в тупике. Очень сильно боялась. Страх.
Так, и что сейчас? Она на чем-то собирается делать-то? О, сейчас собирается к дьяволу идти. На развилке, короче, пойдет. Ну, развилка, перекресток, все равно. Смотрите, как прикольно. Сейчас я вам протрактую. На развилке притвориться вот такой милой собачкой. Ой, я невинна, дьявол, помоги. Представляете, к дьяволу пойдет. Я невинная, как сказать, овечка. Собака это друг. Понимаете? Помоги мне. Вот. Свари для меня зелье. Вот я зелье варю, чтобы оно мне помогло. Невинная, ага. То есть может, эта собака вышла ваш близкий друг. Кстати, может, кому очень сильно доверялись. Знаете? Вот, собака. Друг подруга, кому вы доверяли. Да любой. Из семьи. Пока не выходила. Кто? Так, покажись мне, кто. Он сказал, покажись мне, кто. И тут черная вдова. Ей предупреждение было. Сейчас, подождите, сейчас что-то идет. Что-то с родом связано. Ага. Ей предупреждение было. Смотри, будь черной вдовою. Это про нее. Тут... Так, это враг. У меня голос охрип. Или же это вам она предупреждала? Это враг. Это свечи. Уже на черную вдову делали кому-то. Предупреждали. Просто мне понять, это вас предупреждали или вы предупреждали ее. На свечах что-то делалось. Морок, в иллюзии вас водили. Какой-то гроб. Ух ты! И власть. Так, гроб, да, на черную вдову. Только мне интересно, это вас она предупреждала или вы предупреждали? Давайте одну карту. Разочарование. Кто-то разочарован, не получилось. Кто-то делал на черную вдову. Вот этот гробик власти хотел. Злился очень. Не получилось. Кто кому? Давайте одной картой, не пойму. Это враг или же это вам? Грязь не говорят. Так, ну-ка быстро сказали. С привидением. Грязь эту делали. С привидением. Тайна на затмение делалась. Наверное, скорее всего, это вам делалось. Да. Сейчас карту. На перекрестке делалось. Так, очень грязно дело. Кстати, очень похоже на предыдущее видео. Прям реально. Если на мне магия называется. Там прям реально также была черная вдова, грязюка. Да. Это вам делали. На перекрестке вот все то же самое. Вот. Видите, гроб, власть, черная вдова. Это говорится о том, что в прошлом вам такое уже делали. Видите, гроб, черная вдова, власть. Да, вот прям похоже на предыдущее. Вот. И ее дьявол даже за это предупредил. Еще полезешь. Вот она разочарована была в злобе, да? Не получилось на вас это. Вот. Еще полезешь. Мы твой рот в кандалы закроем. И сила твоя. Рассорка с силой будет. То есть. Понимаете? Вот это клево. То есть это не вам. Это врагу было предупреждение. Поэтому особо бояться вам тут. Рот твой в кандалы закроем. И силы у тебя не будет. Так, и что дальше? Поэтому у вас и перерождение, у вас, ну, понимаете,
обратно полезла, вы переродились. Она вам венец безбрачия. Ух ты! Да что ж такое-то? Тут она захотела на перекрестке. Пошла или пойдет после этого все равно. Порча на красоту. А вот какая порча на подарок, кстати. У кого-то, может быть, вот так проиграется. Вот посмотрите. Порча на подарок. Это когда подклад на красоту делают. В жабы, чтобы такой были. Вот так. Все. То есть это она говорит, что у нас приведение к этой порче. Вот. Кольцо тут что? Знак вопроса сказали. Кольцо. Что здесь кольцо? То ли по семье еще долбанут, то ли это за кольцовочку такую. Чтобы по кругу бегали, ничего не получалось. Ой, грязь какая. Прям очень грязно сделано. А вы предчувствуете, вы об этом знаете. Что прям грязно, а вас какую-то башню прям вот закрыли в купол какой-то, и вы ни туда, ни сюда вообще. И гробик. Обратно вот он. Вы знаете, предупреждение сделали, силу твою закроем. И она, враг обратно пошел и гробик вам этот налепил. Ну, скорее всего, вот. Ну, или в таком смысле, или смертушка тут, или же на вдовство обратно. То есть вот там она делала на вдовство. Вот. А вы это предчувствуете? Вы прямо реально знали об этом? Или уже чувствуете? Или знаете, что все равно пойдет делать будет? Значит, тут закольцовочка, разгроб. Закольцовочка, чтобы по кругу ходили. И на закольцовочку привидения. Да. Что-то у меня на первый вариант очень много вышло. Ну ладно, девочки, последнее. Все. Еще сплетни распускает. Ужасно ревнует вашей удачи. Вот что. Самое важное — это ваша удача. Ревность этому. Ну, как бы так, девочки. Дальше раскладывать. Вот. Ну, я думаю, наверное, наказание будет сильное. За то, что она еще пошла. Так, ну давайте вам небольшой совет быстренько. Так, что вам, девочки? Что вам делать? Вот как так из всей колоды, да? Я ж не подтасовываю. При вас вот аж исцелительство. Исцеляться вам надо, девочки, от этого. Ну, чисточку сделаете. Я только вижу, что высшие силы прямо за вас. И ангел-хранитель у вас. В принципе, сильно не надо. Вот. Можете мою чистку, там, например, я буду на убывающей луне делать. Через неделю буду делать. Все буду счищать, как всегда. Ежемесячная, один раз чистка. Можете, кстати, посмотреть чистку, которая предыдущая, прям крещенская чистка. Она идет долго, час. Ну, возможно, вам поможет. Там тоже очищение от смерти, от многих-многих порч. Вообще многих. И себя, и даже родственников. Мужа можете почистить. Брата, отца, любого. Имя просто будете называть, и все. Так, и тогда умиротворение. Ну, представляете? Ну, как так вот такие карты? Вот вам совет. А что тут еще можно? Целительство сделайте, почистите. Возможно, кстати, с помощью земли. Матушки природы. Кому-то, может, это поможет. Это для жриц, да? Земли и воздуха. Может быть такое, да? То есть, кто в лес ходит, например, там, прислониться к земле. Ну, вы сами знаете, что там надо делать. И воздух. Обращение больше всего к этому. Ну, понятно, если вам на смертушку делают, да, то с землей, скорее всего, делали. На эту земельку обратно послать. Вот и все. Все, девочки мои, давайте переходим к другому вариантику. Ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас, что вы чувствуете в данный момент. Как у вас вообще это все проигралось. Ну или просто благодарю. Так, по желанию. Второй вариант у нас был рыбки. Вот такие рыбки. Ну что, смотрим самые главные
порчи. Что собирается делать враг, или же уже сделал. Потому что в одном из вариантов проигралось, что уже наделали. Но люди уже переродились и счистились. Если чисто, покажет чисто, девочки. Вот на данный момент, в ближайшее время, что собирается делать или уже наделал. У кого как, по-разному. Ух ты, чисточку делал ваш враг. Посмотрите. Уже счистил наши бумеранги. Ну, ваши. Мы-то делали их на крещенской чистке. Кто не смотрел, посмотрите, кому надо счистить. Видео прикреплю в описании. Большая крещенская чистка. Если, конечно, хотите и кому-то надо. Вот, присушечку сделали. Артефакт какой-то. То ли вам подложили, то ли ментальный артефакт по воздуху. И силу из вас все высосали. То есть высосали или высосут. Смотря как вы себя ощущаете в данный момент. Вот. Представляете? Силушка. То есть кто-то уже или очень себя плохо чувствует. Если вы приболели, вот посмотрите почему. Да? Если какие-то проблемы со здоровьем, посмотрите почему. Или вас предупреждают, что в будущем селеночек будет маловато. Надо это все чистить. Так, возьмем вот этот вот оракул у нас. О! Представляете, чистка под чисткой. Это обозначает тоже чистка. Чистку он сделал. Или сделает. Ой, он хочет прямо очиститься. Что-то на сердечную чакру сделано. Что-то по любовной силе. Посмотрите, присушка. Что-то по любовной теме он вам хочет сделать. Присушечку на сердечную чакру. И по поводу дара. Ну, сейчас мы посмотрим. Или это просто подарочек. Кстати, артефакт это просто подклад какой-то. Подарочек вот он. Вот. Так, сейчас поподробнее. Вот это вот. Что у нас? Ага. В доме, в семье проблемы. Он хочет на вас это перекинуть. Душевные терзания, соответственно. Быть, естественно, хозяином леса. Быть главным. То есть, ну сейчас мы посмотрим, как проиграется. То ли просто подклад, то ли здесь проиграется силушку вашу подарок хочет. То есть у вас ее забрать и самому властвовать. Понимаете? Как-то так. Ну вот тут любовная тема пока просматривается. И подклад, и дар. Давайте поподробнее посмотрим на других картах. Потому что силушка может быть даже... И, ну как, не в материальном плане, а именно родовая силушка. Что ж такое все в рот лезут-то? Так. Ну, гору увидели, видите, чистку сделали. Колесо фортуны себе вернуть. Свиньей ее обзывают. Туча вам наделать. Свинья, говорят, вот такая враг. Свинья. Мужчина, женщина, не знаю, пока не показали. Так. Угу. С помощью земли делали чисточку, сейчас скажу вам. Угу. Крысы позорные. Видите, ну, сами высшие силы, их считают пока что свиньями и крысами. Переродиться от тьмы хотят. А вы, чтобы не смогли переродиться, чтобы ваше вот такое легкое
когда вам какие-то порчи понаделали, у вас, возможно, сразу очищение происходит, да, и вы как бабочка порхаете. Вот красивая бабочка тут. Чтобы у вас такого не было. Вот. Тьму наложить хотят на то, чтобы вы не смогли переродиться. Так, ладно, какие-то подробности увидели. Сейчас более подробно будем делать на Амира оракуле. Так, что же они там? Чистка, понятно, все, что вы там бумерангом отправляли. Что-то счистили, что-то не. Сейчас посмотрим. Ух ты! Вы знаете, чистку они делали по всем фронтам, я вам скажу. Дельфин – это все сферы. Все сферы. Возможно, вы уже чувствуете. Или будут делать, да, к примеру, на убывающей луне сейчас через недельку. То есть все это смотрите по себе. По магии все-таки. Артефакт. Магические способности у вас. Очень грязно сделано. С привидением. С бесами, с привидением, да, как у нас на замки ставят. Вот как-то так. Очень грязно сделано. Но магию у вас хотят вот. Это как-то вот артефактом сделано. Почему отдельно показали? Может, вам что-то подарили? Естественно, ментально тоже можно послать через сон. Без разницы. Смотрите, артефакт – это подклад. Кто-то что-то подарил, чтобы у вас силы утекали. Очень понаблюдайте, не утекают ли у вас силы. Может быть, вы даже не знаете. Может быть, это просто близкий человек. Может, день рождения было, вам подарок подарили. Это, конечно, точечно, но какое-то событие было, присушка. Может быть, какой-то праздник семейный. Знаете, от кого вы просто не ожидали. Вот понаблюдайте. На перекрестке. Как всегда, все на перекрестке. Силу вернуть и финансы. Ну, что еще делать? Вы гляньте, сила под силой. Ну, вот такое бывает. Вы представляете? Это магия карт. Сила под силой. Силушку вашу забрать. Так, дальше. О, ну вот тут род идет. В род ваш влазивать. Чтобы вы отшельник были у своего рода, а она царевна по знаниям. Ну, ничего себе, так прикольно вышло. Царевна прям по знаниям, да? Это книжка «Магические знания». В силе. Лишить вас вообще, чтобы род от вас отвернулся вообще. Так что, девочки, будьте осторожны, мальчики. Тут прям хотят забрать силы рода. Так вот покажу вам, может, на обложку поставят. Смотрите, какой род красивый тут. Отшельник у рода, чтобы вы были. Хотят забрать силы рода. Это, конечно, не каждый может сделать. Не знаю, на что она там рассчитывает. Но родовые силы забрать это очень сложно. Как их? Так, дальше. Ух ты. Время вернуть вот этой чисткой. И это для них будет лекарство от всех бед. Вот это то, что вот силушку она заберет от вас, да? Это для него талисманчик. Это талисман, лекарство от всех бед. Ну, понятно, чужой силой пользуется. Талисман. Время вернуть. Да, кстати, в прошлых раскладах было такое указание, что именно время имеет большое значение. Возможно, вы это сделали, вернули, послали бумеранчики, а вот назад хотят время. Вот чистку. Так. Кто хотел спросить, что ж у нас с присушкой-то не говорят? Вот и присушка. По второй чакре присушка. Вот она. Присушечка такая. Сексуальная чакра.
Гора у врага, вот гора, видите. И вот он, самонастрой у него на звезды молился, понимаете? Вот такой самонастрой у врага. Так, работа. Вот знаете, замечательно показали прям. Работа по силам не легла. Духи рода на стреме стоят. Видите, за выражение. За вами духи рода. Вот, дерево. Знаете? Уже сказали, что работа по силе не ляжет. В паучьих сетях ваш враг будет. Вот так. Нечего силу другую забирать. Ну, вам, в принципе, тогда получается, что тут? Присушку почистить, любовную сферу, да, в основном. И по поводу артефакта. Поищите, посмотрите, кто вам подарил, что, ну, или это ментально чистить. Еще он хочет возрождение прям. Письмо даже вам отправит. Почему-то письмо вышло, что ты будешь карму отрабатывать. Или вы узнаете о том, что на карму сделали. Есть такая порча, чтобы вы кармически отрабатывали что-то. Вот тучи такие. Вот тучи. Вот. Как-то так. А он врага перерождения. Вот что он хочет. Видите, как феникс, птичка. И чё? Ну, вы сейчас. Ну, вы это ясно понимаете, что идет борьба, как он думает, тайная с врагом. Знаете, соперник. Соперник. Мужчина почему-то вышел, соперник. Или женщина в мужских энергиях часто выходит. Потому что тут силушка, извините меня, скорее всего, тут и непрогляда, и все. Может быть, женщина-колдушечка с большой силой. Ну, вы, естественно, тоже, как сказать, не мылом сделанный, да? Вот. Вы это ясность понимаете, что борьба идет магическая, естественно, тут. Вот. И это для вас не тайна совершенно. Он думает, что тайна. Вы это чувствуете сразу же. Ох, злится враг, злится. Как так у нее такой букет? Хочет вам, знаете, как так у нее? Все хорошо. Цветет и пахнет. Прям все замечательно у нее. Как красивые цветочки, да, вообще? Вообще. Хочет, чтобы закрыли дороги, вам хочет. И марионеткой, чтобы вы были. Вот. Вот такой марионеткой. Ну, естественно, пользоваться вашими ресурсами, да, и закрыть все напрочь дороги хочет. Ну, видите как. Тут у вас защита рода. Ну, рассорку, естественно. Так. Рассорка. Так, а что тут по поводу удачи? Так, сейчас, минуточку. Так, Луна и знак вопроса. Интересно, это о чем? Тут говорится, что за выбор, то, что она рассорку лепит, это черная кошка. Так, сейчас по Луне. Вот любовь выходит. Так, это мы сюда отложим. Знак вопроса, это специально моя карта сделана. Каким образом? Карты сами говорят. Рассорку на любовь. Вот она тут делает. Удачи хочет. Таким вот треугольничек. Вот, ух ты, по любовной сфере, да? Вам делает вот треугольничек, чтобы кто-то третий вмешивался. Или, может быть, кто-то изменил, понимаете, или вы, или вас мужчина изменил. Ну,
Не было у вас такого постоянного единственного мужчины, а кто-то постоянно вмешивался. Понимаете, или женатые мужчины попадались. Вот так. Вот она таким образом, вот за этот выбор, черная кошка не считает. Удачи хотела. Естественно, себе, да? В любовной сфере. И наблюдает власти. Естественно, марионетчество там было. Но вот тут по Луне прям Луна вышла, понимаете? То есть Луна на вот этом вот полнолунии, или же собирается сделать, или уже вот у нас было новолуние у нас было, да? Или же новолуние нацепляло уже. Как-то так. Но Луна тут имеет, конечно, большое значение. И наблюдает. Вот власти хочет вот такой. Силушки вашей. Так, ну все, наверное. Сейчас я вам совет какой-нибудь. Ну вы поняли, по всем фронтам чистка была. Как бы тут. Так, что вам делать? На этих картах оракул теней, у нас все оракулы. Но на оракулах, понимаете, лучше просматривать именно вот. Именно прям конкретно какая порча. На таро-то я могу просмотреть мужчина, женщина там. Вот. Что вам конкретно сделать? Совет. Ага. Ну вот представляете, что и вышло. Вам там на карму, да? Убрать порчу на карму. И вот это марионетчество, которое выходило. Так, еще какой-то вариант. Возможно, раз новолуние вышло, значит, марионетчество именно было на новолуние, вот это, которое сделано. Это было у нас Новый год, 22 января было новолуние. Вот, возможно, это марионетчество было сделано тогда. И карму вам. Что сделать? Ну, как счистить, наверное. Шабаш, я же говорю. Шабаш делать. Ой, как мне нравятся карты. И очень скоро, блин, извините за выражение, вам тут очень совет быстренько-быстренько. Прямо сейчас бегите это делать. Это карта скорости. Магия камней, кстати, кому-то может быть напоминание, магия камней поможет. Может кто-то это с помощью кристаллов чистит, понимаете? Вот так еще. Ну вот вам как-то так. Как только почувствуете сразу же прям вам именно скорость, побыстрее. Ну как-то так. Надеюсь, вам понравился мой расклад. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если только понравилось. И комментарии. Девочки, пишите комментарии, как проигралось. Очень интересно. Вас очень много. Вот, как-то так. Мы приступаем к третьему варианту. Дракончик наш любимый. Так, вот сюда его поставим. Так, что вас ждет? Какое нападение, так сказать? Что враг думает сделать? Какие порчи на вас? Или уже сделал? В некоторых вариантах проигралось, что уже побежал. Ух ты, тут две карты вышли сразу. Почему-то именно вот так. А давайте мы так и положим. Может, они взаимосвязаны как-то? У вас будет как-то больше. Ложу всем по 4. Вот так решили. Вот. Тем самым даже будет интересно. Не как у всех, да? Так, давайте мы сначала еще положим вот эти карты. Раз, два, три, 4. Так. И вот эти. Я хотела те взять. Раз, два, три. Так, это у нас мистический оракул дыхания ночи. Вот такой красивый, большой оракул. Очень говорящий. Это оракул полнолуния. Для тех, кто... Это оракул негатива. Одни оракулы. Всегда негатив лучше на оракулах смотреть. Так, это у нас первая карта, это вторая. Ох ты так. Посмотрите-то, какой обман. Опой, окорм. Знаете, у меня картина сразу. Мне женщина писала в комментариях, что вот так вот соседка обманывает, приносит пирожки вкусные, а они никто не ест, а
мужчина, там, я не помню кто, после этого потом себя плохо вел, там, пить начинал и плохо себя вести. Представляете? То есть, вот, может быть, такая картина обратно повторится. Вот это может обман с помощью опоя и окорма. Вот кто-то вас вот так вот опаивать и окармливать. Смотрите сами. Именно обманным путем, обманным. Даже, может, знать не знаете. Так. Угу. Порча на время. Венец безбрачия и порча на подарок. Но на время уже. У многих на время. Время ваше забирают, да? Это ваше благополучное. Венец безбрачия, порча на подарок. Мы сейчас посмотрим, что за порча у нас будет. Это венец безбрачия, скорее всего, когда завидуют. Да, может любой быть мужчина, женщина, все равно. Вашей красоте, скорее всего, или же вы просто, может быть, не захотели общаться с этим мужчиной. Вот вам и лепят. Чаще всего это ревность и злоба вашего. Так, вот так. Это первая карта, вторая, третья, четвертая. Угу. Хандра. То есть для вас это имеет значение большое, тут говорится. То есть любовная сфера для вас огромное значение. И бьет по самому больному. Вот хандра, чтобы вы так сидели и хандрили. Как так мужчин у меня нету, да? Венец же безбрачия. Или же они есть, а замуж не зовут. Порча на подарок, тут ожидание вышло. Так, кстати, девочки. По сетям, опой, окорм. Возможно, выйдет не в буквальном. То есть у кого-то выйдет, чтобы именно опутать с помощью опоя, окорма какие-то сети наложить на вас, да? Какие-то мороки. У кого-то выйдет ментально. То есть через сети, через всякие... Что-то я вообще улетела. Сейчас, минуточку. Ой. Тут у меня такая картина перед глазами. Как будто вам будут говорить по сетям, не знаю. Не у всех проиграется. Кого-то едой окормят, а кого-то... Знаете, опой и окорм в соцсетях ласковыми словами, да? Ой, как я тебя люблю, и туда-сюда. Короче, вот такой обман будет. У меня прям вот эта картина перед глазами стоит. Ой, туда-сюда, там, ну, короче, лапшу на уши. Вот так проиграется. Сети – это интернет, да? Ну, как-то так. Вот прям вот у 30% точно будет по интернету. Или где-то в обществе, я не знаю, будет вас восхвалять. Но это обман. Знаете, вот там обман. То есть, ну вот прям какой-то человек вас будет обманывать. Так, что у нас тут? Порча на алкоголь. Вот тебе и подарочек. В ожидании. Ну вот почему ожидание вышло. Какой-то подарочек. Подкладик. Порча на алкоголь, как я понимаю. Знаете, у кого-то так. У кого-то просто на подарок. А у кого-то именно с алкоголем будет. Чтобы вот сидели, как эта собака, что-то ждали того, что мужчин нету. Волком выли. Тучи прям. Прям волком выли. По поводу чего, интересно, это волк этот? Вот мне интересно. Сейчас, минуточку, картишку. Из-за всадника. Ну, по поводу семьи, что тьма. У вас вот реально тут вот какая-то именно семейная тема. Вот дом, да, семья, какие-то у вас думы какие-то, страхи какие-то, вот тьма вообще какая-то в семье. То есть вот так вот он хочет, враг. Или сделал, или сделает. Чтобы до такой степени было ужасно, что вы одиноки, чтобы вот волком были, понимаете? Или даже если у вас есть мужчина, да,
чтобы вы с ним разошлись. Там, что венец, ну, если вдруг у вас есть мужчина, да, муж, венец безбрачия, понятно, чтобы вы развелись, разошлись, волком были вот так вот. Ужас, конечно, какой-то. Ну, как-то так. Сейчас мы подробнее посмотрим. У вас такая прослеживается тема. У кого как. Вот где-то в раскладе были финансы. У вас вот пока что любовь и время. В основном так. Ох, крыса, крыса. Видите, крыса. Обманным путем. Видите, вот высшие силы уже ее крыса считают. Тут обман. Давайте вот, чтобы было видно. Вот. Обманным путем крыса. Ух ты, а что здесь полот делает? Сейчас, минуточку. Давайте тогда по 5. Ложите карты. Вот и те финансы, пожалуйста. А она заплатила. Договор с дьяволом заключила. Заплатила денежку. На рассорочку вам. Вот что здесь. Вот. Ритуальчик. Сейчас, минуточку. Ревность. Ревность у нее. Так. Ревнует очень вашим всяким сейчас красоте. Венец безбрачия всегда это чаще всего бывает или злоба, зависть вашей красоте, да, или там семейным. Муж у вас красивый, хороший, да, к примеру, там, или с мужчинами вы хорошо общаетесь. Чаще всего так. Или просто злость какая-то на вас. Прям, ну тут ревность прямо, тут ревность. А вы это уже предчувствуете, что на ваше семейное благополучие уже морок наложили. Вы в иллюзиях уже каких-то. Вы это чувствуете, девочки мои. Представляете? Угу. Так, а плод, что это в буквальном смысле? Или же просто... А это просто предупреждение. Так, сейчас, минуточку. А, крысам предупреждение было. Интересно, что предупреждение. Давайте поподробнее. Что за предупреждение было? Ага. Если будешь дальше продолжать, сопьешься. Это женщина. Сопьешься. Ей было крысам предупреждение. И будет тебе подарок. Знания твои заберут. Книга знания. За свои подклады, блин. Женщина. Так. Мужчины на себя переворачивайте. Это уже про нее говорят. Говорили. Сейчас я это просмотрю. Вот по 5 карт, я обычно по 4. Тут про нее или про вас? А, это отзеркаливание на воске. Говорят, отзеркаливание на воске было. Тут у нее разбитое сердце. Она вам делала разбитое сердце, очень грязно делала. И это было вот просто чистка, отзеркаливание на воске, да? Вот. Разбитое сердце, остуда. Вот тут, так, ну это не видно, вот тут карта вышла. Остуда. С глаз она вам делала. Это прошлое показывает. Глаз она вам сделала, остуду, да? Не получилось. По правосудию вмешалась. Понимаете, в тупике. Ваш враг в тупике, не получилось. Поэтому он уже венец безбрачия решил лепить. Возможно, он в прошлом вам делал просто какие-то мелкие рассорки на любовь, да? А сейчас вот так он решил залепить. Ну и что еще? Бездействует, видите? Бездействует. Ладно. Решила, будет делать зелье на время. Ух ты. Что-то она вам на поездку будет делать.
Возможно, на аварию какую-то. Так, а что у нас тут под подарком легло? Смотрите, девочки, порча на подарок. Кто-то может если машина есть своя, подарок вам никто не дарил, именно в машину что-нибудь такое там. Мелкое там, какой-нибудь амулет там, повесить там туда там. Это может быть порча на аварию вам. Понимаете? Близкий даже человек, чтобы вы встретились. О, у меня голос с аварией. Ничего себе, он как зол. Ух ты, царевна на перекресток пошла. Ух ты, по всем структурам. Понимаете, она финансы хочет вернуть. И все. Дельфин это когда вообще все. Все замечательно и прям вообще по всем сферам. Понимаете? И письмо. Она вам известие, что ли, об этом? Она тут, знаете, у 50% что-то мне крадник. Проиграется, это мне просто выскочил. Что она вам даже, бывает, что мне пишут в комментариях, что я даже написала своему врагу, да? Что я даже ему сказала, вот этот враг вам напишет. Вы узнаете об этом. Не то, что он сам напишет, вы об этом узнаете. Что эта царевна поперлась на перекресток. Вот. Кратничек вам еще. Чтобы в плену были. На Таро вас просматривает. Нет, это она вам по силушке. Она хочет, девочки, тут у меня много, которые обладают и могут на Таро также раскладывать. Силой такой обладает. Вот, у меня голос прохрипел. Чтобы вы не смогли гадать. Паучьи сети. Паучьи сети на вашу силу. Или же кто не обладает силами, да, разные варианты скажу. Кто, если поедет чиститься, да, там кто-то будет на Таро просматривать. Очень сильный там не прогляд поставить, а собирается. То есть, чтобы вообще на Таро не просматривалось. Ну, мы же просматриваем, девочки. Ну, что. Со мной это невозможно. Я всегда все просматриваю. В семье рассорка. Аисты. Это гнездо, семья. Ух ты. Да тут она еще порчу на красоту вам собралась делать. Ну, естественно, венец безбрачия, да, девочки? Ну вот. Порчу на красоту, жаба. Чтоб мужчины не бросили. Шабаш такой, прям шабаш. Вот что она собирается делать. Шабаш это когда не одна, девочки, я вам скажу. Выпала хоть и женщина, но видите, я всегда все замки открою. Шабаш это когда много. Хотя бы 2-3. Вот так. Скрыли мы ее. Вот сразу все поперло. Ох. За свой дом молится. В доме у нее проблемы. Замки. На замки привидения ставит. Ну, бесы, как всегда, сущности, да, у нас все ставят. Вот. Но она этим разочарована. Что-то у нее замки эти не действуют. Разочаруется. Даже если пойдет, не получится у нее. Вот такое разочарование. Вот. Молиться будет, чтобы у нее в доме все улучшилось. Давайте последнюю. У меня уже 3-й вариант. Так. Играет в игру лекарство от всех бед, естественно. К вам присосалась. Вот вы для нее какой-то козел отпущения. Но я не знаю, кто это. Родственница, на крови не вышла. Муж, подружка. Кто завидует вам? Венец безбрачия. Мужчины тоже могут делать. Если вы с кем-то... Вот. Одна пока женщина вышла, но раз шабаш, там еще 1 или 2 будет. Самонастрой, чтобы вы были в отшельниках. Чтобы вы были черной кошкой. Видите? То есть ее карта считает черной кошкой, да, не чистой и не искренней.
чтобы вы были черной кошкой. Это говорит о том, что она стопудово сплетни о вас распускает, какая вот ужасная. Ну, грязь там вышла. Грязь — это сплетни ужасные. Вот что она... Ух ты, знак вопроса. Ну, давайте еще поподробнее. Так. Эгоистичный очень враг. На свечах будет делать привязку. Зависть. Всадника посылать привязку. Что за привязка? Замаскированная будет привязка. Я же говорю, она в этот раз, смотрите, кому будете обращаться, очень сильно будет маскировать и очень сильно будет непрогляды ставить. То есть какой-то, может быть, другой. Мне такое ощущение. Может, она к другому... Она. Или они сами колдуют. Пока что не вышло, что сами. Ни ведьма, ничего. Сильно будет маскировать. Так что замки надо... Ну, замки ее на проведениях не действуют, кстати, да? Получается, вышло. Значит, она будет что-то другое делать. Более посильнее. Вот, марионичество. На Луне, понятно, это, скорее всего, полнолуние она собирается делать. Или уже сделано новолуние. 22 января было новолуние, был Новый год. Возможно, вы уже, чувствуете. Полностью на развал вас. В тайне, естественно. Скрывать очень сильно будет. Что за развал? Просто сама почиститься хочет. Ух ты. Ну вот не зря там вышел плод все-таки. Бесплодие все равно вышло. Возможно, еще может проиграться у кого-то бесплодие, а у кого-то чистка-то ее не подействует. Может быть и так, кстати. То, что вы бумеранчики послали, чистка не подействовала. По поводу чего не подействовала? По поводу влюбленности не подействовала. Скандалы, видите? Вот. Поэтому сейчас она будет сильно именно на эту любовную тему. Прям сильно. Вот. У кого-то бесплодие. А тут уже ведьма вышла. Ведьма хочет очиститься. К ведьме. То ли сама ведьма, то ли к ведьме поедет очищаться. То есть в этот раз очиститься не получилось. Замечательно. Будет еще делать чистку, еще посылать бумеранги. И вот по любовной теме. О, приворот, девочки. Приворотик с бесами. Ладно, дальше не будем смотреть. Приворот с бесами вышел. Ну, что-то оно такое. Или он, может, там мужчина еще фигурирует. Приворот-то мужчины делают. Вот. Ну, привороты. Финансы там у нас... Нет, это она заплатила. Приворот может быть на разные сферы жизни. Просто крадник. Крадник у нас там выходил. Вот такой приворот. Крадник ваших ресурсов. Так, ну давайте вам совет, девочки, и все. Как-то... Позднее. Просто вам как-то поподробнее все хотелось сделать. Совет, что вам с этим делать? Ждать? Или защиты, может, обновить, не знаю. Ух ты, видите, сразу красота вышла. Ух ты. А вам надо совет, девочки, убрать порчу на красоту. Тут сразу идет прямым текстом. Вот это ляжет. Заклинание... Звуком магия красоты. Знаете, цветочная фея. Порчу на красоту. Давайте, может, поближе вам. Вот такой вам совет. И что? И тогда будете... Магия дорог у вас открывается, колесничий. Дальше будете жить. Никакой венец безбрачия на вас не подействует. То есть на красоту и вот это безбрачие, любовную тему надо убирать. Предыдущие какие-то бумеранги ваши легли, счистить она что-то не смогла.
То есть вот это для вас самое важное. Как-то так. Еще одну карту хочется для вас. Не знаю почему. Одиночество. Да представляете? Ну, гляньте, какая колода большая. Ну, как это могло быть? Одиночество. Понимаете? Вам нужно именно порчу на красоту убрать. И вот этот венец безбрачия. Прям вот так легло. Видите? Одиночество. Вот это надо срочно убирать будет. Ну, приготовьтесь, или уже кто-то почувствовал. Я не знаю. Ладно, мои дорогие, желаю вам, чтобы у вас все получилось, чтобы вы очистились от всего. Вот, мы заканчиваем. Ставите лайки, комментарии, как проигралось, пишите, пожалуйста, комментарии. Ну, или просто спасибо в комментариях, кто стесняется там. Вот. Крестик, нолик поставить. Тогда больше народа увидит. Потому что всем надо знать, да, девочки, что на них собираются сделать. Или уже сделали. Может, не все чувствуют, понимаете? Это чувствуют жрицы, когда на них нападают, когда какие-то силы имеют. Обычные люди, они не чувствуют ничего. Они просто видят, что, о, что-то мой муж на меня ругается. Ага. То есть как-то так. Все, пока-пока, мои дорогие. Счастья вам и удачи.